Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А данный ролик будет посвящен четвертому и заключительному, по крайней мере на данном этапе, ассасину, и имя ему Баек Меджай из Сивы. Посмотрим с вами, что это за герой, что он умеет и что нам следует от него ожидать. Присаживайся поудобнее, ставь лайк примувом, ведь мы начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatov.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у донатов нет, можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Ну что, земляне, мультика у данного героя нету, но вы посмотрите, это, наверное, самый аутентичный ассасин из всех. Он реально скрытный, его не видно, так ведь и должен действовать скрытный убийца. В общем, кто такой у нас Баек? Это Меджай из Сивы, стрелок с пробивающим типом урона, он больше не отец, он не муж, он не Меджай, он незримый. Видите, мы его не видим. В общем, Баек красава. Принадлежит к фракциям странников и кошмаров. Блок, естественно, как и у большинства лучников, которым он нафиг не нужен, единица. Стоимость 19 единиц и время повторного размещения 60 секунд. Его специализация — это массовая физическая атака, усиление союзников и противовоздушный урон. Хорошо, поехали посмотрим его базовые характеристики. Как вы видите, вот его радиус атаки без покраски. Мы его красим, и он начинает показывать интересные символы. Ну, в общем, еще одна плиточка вперед добавляется. Базовые характеристики: 11164 здоровья, атаки 4104, защиты 597 и сопротивление магии 854. Остальные характеристики именно в базовых мы ознакомились. Погнали теперь, наверное, сравним его с теми лучниками, которые также являются таким же, как и он. Вот видите, здесь его видно, хотя бы спасибо иконку мы видим. Давайте с Ван Хельсингом сравним, ведь то же самое. Видите, увеличение дальности, ну здесь увеличение дальности, там баф союзников, массовая физическая атака. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас тут у Ван Хельсинга. В принципе, то же самое. 3999 атаки, ну чуть-чуть поменьше, да, если я правильно помню, у Баека там 4 с копейками, да, 400. Ну там на соточку атаки это достаточно длительный срок боя может и заролять. Поэтому здесь Баек, в принципе, красавчик. Давайте посмотрим у Акиры, ведь у нее тоже есть массовая физическая атака. Давайте посмотрим. Здесь у нее тоже 3982. Ну и здоровье плюс-минус в том же диапазоне. Хорошо, давайте еще более старых героев посмотрим. Там Разак, Никса, Кай. Давайте, где они у нас здесь? Как будто бы что-то вот. Давайте Никсу посмотрим. У Никсы здесь 4084. 11848. Ну, видите, вот ближе к Никсе даже, чем к тому же Ван Хельсингу. Давайте посмотрим на Кая. У Кая здесь все то же самое. Так что вот где-то к Каю, к Никсе как раз таки больше Баек подходит, нежели, да, к какому-нибудь Ван Хельсингу или же Акире. Также у Разака плюс-минус такие же характеристики. Окей, хорошо разобрались, давайте продолжать дальше. Интервал атаки у него 3,5 секунды. Скорость атаки 100, шанс крита по нолям, крит урон 150. Еще плюсом, что хотелось отметить, это его стоимость. Он стоит 19 единиц, это достаточно дешевый массовый лучник. Потому что если мы еще раз с вами посмотрим, видите, то Ван Хельсинг 22 стоит. Никса у нас, Разак тоже 22, даже тот же Кай у нас 22. Там, по-моему, на пробудах у него где-то, я видел, есть скидка, да, видите, на второй пробуде минус 3 монетки. А так, вот как раз таки Баек очень даже неплохо себя уже показывает тем, что он дешевле,
Это в некоторых случаях очень сильно может заролять. Как мы видим дальше, критурончик у него 150% база, эффект исцеления, восстановления ярости по нолям, автовосстановление ярости 14. Спасибо, среднее значение, восстановление ярости при нанесении базовых атак 10 и восстановление ярости при получении урона 6. С базовыми характеристиками познакомились, давайте теперь с навыками. Никак мне не дает покоя вот этот черный экран. В общем, начинаем мы с таланта. Итак, каждые 20 секунд отправляет Сену парить на 10 секунд. Сена — это, если не ошибаюсь, сокол или ястреб. Ну, короче, это птица самого Баека. 10 секунд парит, каждые 20 секунд он ее выпускает. И она непрерывно накладывает метку Сену на одну вражескую цель в пределах дальности. Что такое метка Сены? Носитель получает на 20% больше урона от заклинателя. Таким красным глазом будет отмечена цель этой метки, поэтому в принципе несложно ее увидеть. Если носитель является обычным врагом и его текущая УЗ падает ниже 30% после попадания разрывной стрелы, он мгновенно погибает. То есть мы понимаем, что здесь у нас просто элементарная 30% казнь всех, кто будет находиться под вот этой вот меткой Сену, не являющимися боссами или же элитными врагами. В первую очередь наносит метку на юнитов в воздухе. Окей, хорошо, мы понимаем, каждые 20 секунд на 10 секунд летает у нас птица, отмечает врагов, если что, мы их там казним. Базовая атака выпускает один дополнительный эффект разрывная стрела по всем целям под действием эффекта метка Сену. Давайте посмотрим, что такое разрывная стрела. Это у нас вид стрел. При попадании наносит 180% массового урона цели и ближайшим врагам, поражая нескольких до 5. Накладывает 20% эффекта уязвимости физического урона на 5 секунд. Перезаряжает одну разрывную стрелу каждые 12 секунд, накапливая до 20 стрел, это если он никого не будет бить. Если в пределах дальности нет вражеских юнитов, интервал перезарядки сокращается до 6 секунд. То есть, если у нас ситуация, к примеру, вообще, даже на том же третьем рейде, Баек стоит слева, мобов нету, он просто очень быстро начинает накапливать эти стрелы, и будет как раз их у него 20. Хорошо, время действия суперспособности, скорость перезарядки удваивается, и каждый раз перезаряжается одна дополнительная стрела. То есть мы понимаем, что даже если он в ульте будет стрелять по врагам, то он будет регенить раз в 6 секунд одну стрелу. Хорошо, здесь все прекрасно, но если, к примеру, во время ульты он будет стоять и у него не будет никого в диапазоне, то он реально будет регенерировать одну стрелу раз в 3 секунды. Все здесь у нас понятно. После размещения немедленно получает 5 эффектов разрывная стрела. Спасибо, круто. Хорошо, талант познакомились, звучит и выглядит достаточно мощно. Давайте смотреть его базовая атака. Физическая атака, радиус атаки вот такой вот, 120% массового урона 5 врагам в пределах дальности, и в первую очередь будет атаковать юнитов в воздухе. Все предельно понятно, окей, спасибо. Едем дальше. Пассивка. Пылающие пески. Когда эффект разрывная стрела поражает цель, герой выпускает малые разрывные стрелы дополнительно в нескольких 3 вражеских целей в пределах дальности. Каждая малая разрывная стрела наносит 30% массового урона нескольким до 5 целям, или 40% массового урона, если цель находится в воздухе. Тоже достаточно, такая просто вспомогательная пассивка для того, чтобы раздамаживать в АОЕ. Следующая пассивка — решимость стража. Увеличивает урон по целям в воздухе на 20%. Приятно. За каждую цель, пораженную эффектом разрывная стрела, восстанавливает герою 0,5 ярость. Отлично, спасибо, будем стрелять разрывными стрелами, регенерить себе ярку, ультить чаще ультуем, чаще регенерируем разрывные стрелы. Это наш основной источник урона. Ну и теперь давайте же познакомимся с ультимативной способностью. Смертоносный залп. Здесь хотя бы спасибо и есть видосик подгруженный. 800 ярости стоит. Суперспособность применяется вручную. Радиус атаки суперспособности такой же, как и базовой. 500 ярости изначальной, действует ульта 25 секунд, немедленно получает несколько 4 эффекта разрывная стрела и выпускает шквал стрел в пределах дальности, нанося 300% массового урона 2 раза, нескольким до 10 врагам. В течение этого времени при каждом выстреле эффекта разрывная стрела в цель взамен выпускает подряд эффект разрывная стрела 2 штуки
И первые два попадания эффекта разрывная стрела притягивают вражеские цели до 5 штук, находящиеся в пределах 2 плиток от цели к ее позиции, и накладывает эффект замедления. Замедление у нас идет 50% на 5 секунд. Во время действия навыка Сену накладывает эффект метка Сену на одну дополнительную цель. То есть все предельно понятно. Мы выстреливаем этими разрывными стрелами. Они у нас меняются, наносят первые 2 выстрела усиленных. Еще и плюсом притягивают и накладывают замедление. Это очень крутая обилка для того же самого кодекса с Киром, который у нас идет на очки, да, кто больше, ну, когда ты поднимаешься, очки набираешь, то здесь вот, мне кажется, это вообще вот как раз-таки замена какой-нибудь такой Никсе и кому, или даже того же Ван Хелсинга, почему нет. Вот я думаю, что Баек будет прям идеальным вариантом. К сожалению, сейчас недоступен именно этот босс кодекса, поэтому будем ждать и смотреть. Да и плюсом очень круто эта притяжка будет работать еще и на кодексе Пелагия. Поэтому все, с навыками познакомились, погнали пробуды. Ну что, первое пробуждение. При убийстве цели герой восстанавливает 5% ярости. Если это была цель в воздухе, также перезаряжает несколько эффектов разрывная стрела. Вышеуказанные эффекты могут сработать только один раз каждые 10 секунд. То есть у нас Баек регенит просто 40 ярки после того, как убивает врага. Если это еще и воздушный юнит, то как раз таки плюс 1 разрывная стрела. Почему нет? Хорошо, вторая пробуда просто 300 атаки к базе, классика. Третье пробуждение при активации эффекта казни от эффекта метка Сену. Следующая разрывная стрела выпускает один дополнительный малые разрывные вот эти вот стрелы, которые также могут активировать эффект казни от эффекта метка Сену. Вот этот эффект уже интересен. Если будет казнить, будет откидывать еще. Ну, тут больше, знаете, как дело случая. Там, если так совпадут звезды, что в момент казни потом еще выкидывает вот эти вот малые разрывные стрелы, он их опять казнит, все классно получается. Если же нет, ну, как будто бы ничего страшного. Но сама по себе, в принципе, опционально пробуда достаточно неплохая, хотя на самом деле не то чтобы прям нужна. Четвертое пробуждение. Пока действует суперспособность, повышает пробивание на 15%. И вот эта вот сильная пробуда, я не знаю, почему ее решили запихнуть в четвертую. Мне кажется, если бы они ее запихнули на первую вместо вот этого эффекта, ну, сам по себе эффект первой пробуды такой себе, сомнительный. Вот четвертую пробуду на первую, прям сказка была бы. Итак, пятое пробуждение. После размещения получает еще 5 дополнительных эффектов. Разрывная стрела. Мы помним, что на таланте у нас здесь указано, что он получает 5 штук при выставлении. И получается, он получает еще 5 штук. И у нас суммарно 10 штук при выставлении. За каждые 15 убитых целей в воздухе перезаряжает 2 эффекта разрывная стрела. Мы с вами помним, что он здесь у нас еще перезаряжает тут разрывные стрелы, когда казнит. Здесь еще после убийства еще 2. Короче, на пятой пробуде достаточно неплохо так генерирует стрелы. Но, тем не менее, в таблице тестов мы уже с вами посмотрим, насколько прям сильно эти пробуды его меняют. Ну что, земляне, достаточно такой быстренький герой, да, навыки не то чтобы сложные, чтобы как-то там зацикливаться над их изменениями. Вроде бы, кстати, и не забагованный нигде. Поехали, таблица тестов. От Адского Рева до Песни Ада. Не проверял его фракционные особенности, потому что он принадлежит к 2 фракциям. Кошмарная его фракционная шмотка, это как будто бы сразу минус. Если мы говорим, да, там о Катаклизме или уже о Песне Ада, но у него ульта длится 25 секунд, поэтому, ну, Песня Ада не сильно то, чтобы прям рекомендуется. Но, тем не менее, если мы будем использовать его где-нибудь в сценариях, где нам нужно будет убивать воздушные цели, то в любом случае будет приветствоваться Катаклизм с фракционкой странников. Хорошо, окей, поехали. От Адского Рева и до той же Песни Ада у нас вот такие вот результаты. Здесь давайте я еще закрашу вот эту плиточку. Нескончаемый гнев просто показал вам урон, как будто бы вы все это видите сами, да. И что стоит отметить? То есть катаклизм плюс магия души. Я не знаю, почему я тут отметил Песня Ада. Песня Ада у нас желтеньким лучше подкрасить, да, вот так вот. Адский Рев и Нескончаемый гнев вообще не рекомендуется. Он как будто бы под ними вообще не бьет.
магия души, катаклизм. Песнь ада можете также одевать, если у вас там прям супер заряженные статы есть, да, но если мы так посмотрим, то здесь на 90 атаки больше, чем в катаклизме, но урона меньше. Почему? Потому что 5 секунд после того, как у нас заканчивается действие песни ада, он еще находится в состоянии ультимативной способности, но урон у него очень сильно падает. Поэтому песнь ада одевать, ну вот если у вас нету ни катаклизма, ни магии души, ну что-то мне кажется, это прям очень сомнительно и очень редкий случай. Поэтому катаклизм, магия души. Давайте дальше. Смотрим влияние лордов на него. Здесь достаточно он меня удивил, но это все-таки рандомный эффект, потому что, видите, под Торадором нанеслось больше всего урона, но у него рандомная лидерка, плюсом сам Торадор еще и бил цели, накладывал на них снижение защиты, по которому бил сам Баек, поэтому как будто бы под Ригаром будет все-таки результат более стабилен. Если мы посмотрим под странниками, то вот под Арачей это 5 клеточек, как раз таки отрыв, даже 4, да, 5 клеточек отрыв от самого Баека. Урон составил вот почти 63 миллиона урона, да, 62,5. Но под Йоваром 67,2. Поэтому под Йоваром всегда будет, ну, как будто бы логично, да, что особенно какие-то длительные бои, то как раз таки под Йоваром будет нормально. Ну и под Арачей не сказать, чтобы прям, ну, намного хуже, да, 5 миллионов разницы. Подумаешь, там, ну, чуть-чуть меньше 10%, не то чтобы прям ого-го, вообще как просто, ну, недосягаемые результаты под Йоваром, нежели под Арачей. Хорошо, поехали дальше. Смотрим теперь влияние пробуждений. Здесь мы видим, я выписал прям все пробуды, даже 4-ю, потому что она дает эффект. И тут у нас первая пробуда влияет и дает ему 15% прироста. Но это просто из-за того, что, к примеру, во время боя, если непрерывно бить, он заливается быстрее. И на протяжении того же абсолютно времени, сколько, к примеру, он без пробуды наносил 52 миллиона урона, он просто наносит 60, потому что если убивает, быстрее заливается. То есть это все элементарно понятно. Третье пробуждение, плюсом второе пробуждение, где он получает 300 атаки, дает ему 30% буста. То есть, видите, 70, почти 79 миллионов урона нанес. Вот четвертое пробуждение меняет уже достаточно, ну, не хуже, чем третье. Как вы видите, да, четвертая пробуда влияет лучше, чем первая. Ну, как будто бы и должно быть так логично, но спасибо хотя бы не просто, что 8% пробивания, а 15% во время ультимативной способности. 90 почти 8 миллионов урона. И пятая пробуда, ну, честно, ну, выставил, да, он разрядил эти стрелы и все. Если, к примеру, заканчивается враги, то особого эффекта вы прям там не заметите. То есть 103, почти 104 миллиона урона. И суммарно почти 100% буст дается на пятой пробуде. Поэтому я не скажу, что прямо очень сильно пробудозависимый герой. Он и беспробудный может прям так удивить, что я, честно говоря, сам удивился. Потому что я считаю этого лучника на данном этапе лучшим массовым лучником в игре. То есть альтернатив именно в силе урона в секунду нет вообще. То есть вот Баек это сейчас будет у нас тир 1 массовый лучник в игре. Итак, давайте теперь посмотрим, как артефакты влияют на героя. У него есть свой личный артефакт. Сейчас обсудим эти артефакты и посмотрим уже в игре. Рука Рока, символ жнеца и печать уз крови. То есть рука Рока, ну да, чуть-чуть больше раскрывает его, чем сам личный его артефакт. Давайте сейчас с вами зайдем в саму игру и посмотрим. Лук Аменхотепа. Повышает массовый урон на 30%, если на плюс 25 вкачанный. Когда враг под действием эффекта метка Сену погибает, наносит 100% физического урона нескольким до 5 врагам рядом с ним. А еще плюсом, если у нас залетит разрывная стрела, которая, мы помним, с вами дает уязвимость к физическому урону, то в принципе это все дает неплохие такие результаты. Но это все должно прям совпасть. То есть метка Сена у нас, к примеру, если на карте в радиусе действия, может быть, куда-то не туда кинется, то и вы вообще по ней бить не будете. Поэтому вот такая вот разница между его личным артефактом и рукой Рока, потому что стабильно он убил 3 цели, получил пробой, получает еще и повышение урона от самого артефакта, как будто бы, ну, типа, стабильно круто. Лук Аменхотепа я рекомендую одевать, вот если вы его выкачаете там на плюс 25,
Если вам там повезет с проками, с доработками, можно носить, как вы видите, в принципе, ну, 400 тысяч. Не то чтобы, ну, просто 1% погрешности спокойно мог где-то там кого-то не доказнить или еще чего. Символ жнеца, ну, такая себе история. Печать уз крови. Тоже можно давать фибулу стрелка. Она чуть-чуть хуже, чем лук Аминхотепа. Где-то там 50 миллионов урона выдает. Но я не стал сюда вписывать этот артефакт, потому что в целом нам дадут лук Аминхотепа. И сейчас руку урока не то чтобы прям так же сложно выбивать. Ну что, земляне, как всегда, давайте теперь финалить билд. Как же нам в идеале одеть байка? Вот, пожалуйста, правый обвес. Это у нас кольца, амулеты, браслеты. Мы одеваем катаклизм. Если говорим о браслетах, то желательно ищем где-нибудь фракционное свойство именно странников. Потому что фракционное свойство этих кошмаров, ну, честно говоря, это полный юзлес. Его нужно перерабатывать. 5% вероятности нанести дополнительный урон. Ну, это, конечно, мое почтение. Ну и левый обвес, естественно, мы хотим видеть здесь злую месть. Если мы с вами новички, то здесь таким самым, ну, вообще очевидным, да, будет это мудрость. Можно дать ночной ужас, но и внезапно сюда еще зайдет и проклятие. Проклятие у нас повышает урон на 6 за каждого врага в пределах дальности атаки. А у него дальность атаки расширенная, да, плюс он наносит массовый урон, то достаточно неплохо будет себя показывать еще и проклятие. Но учтите, будут умирать враги, будет снижаться урон. Поэтому мудрость, ночной ужас в меньшей степени, мудрость в большей степени. Только начинаем играть, вихрь, бедствие и дикая мощь, это у нас вот как раз таки стартовый наш капитал. Потом мы с вами перерастем немножечко в воеводу, и когда уже выйдем на крафт, и когда нам будет вести, то как раз таки будем одевать злую месть. Из артефактов, ну, естественно, не ошибка будет дать ему его личный, но если он плюс 25. Дальше рука Рока, как вы видели, показала лучший результат. Можно также дать фибулу стрелка, но не то чтобы, ну, я же говорю, лучше это, да, лук Аминхотепа использовать. Ну и символ жнеца тоже, в принципе, может вам чем-нибудь допомочь, но если он будет убивать. Ну и давайте теперь уже по активностям. Первая активность по рецензии самих разработчиков. Этот герой у нас должен зайти на 3-й рейд, 24-й этап. Я его хочу посмотреть слева, потому что, честно говоря, даже вот при проходках, когда мы там на стримах или к заказчике обращаются, закрываем 3.24, слева стоит Ван Хельсинг и дико бесит тем, что не вывозит, остается там в конце 2-3 моба, особенно если он не пробудный. Давайте же посмотрим, как будет здесь работать Баек. Баек здесь, вот видите, беспробудный, вот, пожалуйста. Давайте смотреть. Проходка будет плюс-минус стандартная, здесь еще и веру использую. В общем, не столь важно, кто у нас здесь в центре, что будет делать. Мы сейчас будем смотреть с вами на самого Баека. Давайте сейчас мы здесь вот выставляем его. Вот, как вы видите, все, поехали. Выставляем. И здесь плюсом еще можно дать ему кубок Ихора. По аналогии с проходкой Ван Хельсинга мы его выставляем. Он с кубком не умирает, отхиливается, если босс в него будет стрелять. Только он убивает тентаклей. Мы его убираем. И потом уже выставляем, когда убиваем босса. Но главное быстро убивать босса. Теперь давайте смотрим. Что-то он там, вот видите, стреляет по 400 тысяч. Микротычки по 50 тысяч, там вот по 300. Ну и посмотрите, насколько это часто. Плюсом ему еще и Руин Холлоу помогает. Но как будто бы Ван Хельсингу в этой проходке также бы Руин Холлоу помогал. Здесь, в принципе, видите, вот стянул мобов, все, убил. Здесь можно убирать, но я оставляю, все, он стоит, начинает регенить себе эти свои стрелы. Как вы видите, стрелы, именно стаки стрел показаны. Да, видите, пока что у нас первый стак 5 стрел идет. Сейчас у нас будет уже гореть второй стак, начнется регенерация, да. Ну и теперь давайте смотреть. Нам важно вот посмотреть, как он будет дамажить летающих, которые выйдут вот на вторую волну слева. Потому что это очень такая крепкая, очень бронированная волна. Поехали, давайте. Все, сейчас вот видите, полетели там по 80, по 400, по 100. И посмотрите, просто они вышли. Босс еще не умер, уже почти нету мобов. То есть он разрядил все свои стрелы, сейчас он еще опять разрядит, все. Босс только умер, волна эта еще не начала двигаться, все, левая сторона очищена.
Да ни один массовый лучник в игре не сделает этого, вот как Баек. Я не знаю, почему кому-то не понравилась в целом вообще концепция данного героя. Это шикарный массовый, блин, лук. А теперь поехали посмотрим, что же у нас в это время будет делать Ван Хелсинг. Ну и так, земляне, вот, пожалуйста, все то же самое. Ван Хелсинг в шмоте Баека. Плюсом еще у него его личный артефакт с жесткими доработками. Баек был вообще без доработок. Давайте смотреть. Здесь босс уже умирает. Выбегают мобы. Все, он там что-то стреляет. Видите, по 190. Вон по миллиону там даже выстреливают тычки. Но что-то как будто бы мобы не так быстро, да, рассыпаются, как у Баека. Здесь давайте смотреть. Мобы уже все повыходили. Здесь я знаю, что будет. Я заблаговременно выставляю себе веру здесь в помощь. Ну, видите, вместе с Ruin Hollow плюс-минус тоже справляется, но, видите, урон в секунду. Ну, это же все намного дольше делается. Вот, пожалуйста, моб к нему долетает, и он только соизволил убить. Ну, как будто бы результат налицо. Давайте сейчас покажу вам урон, нанесенный самим Ван Хелсингом. А это вот урон, нанесенный Баеком. Ну, то есть там разброс в 5 миллионов. Ну и скорость нанесения урона тоже как будто бы имеет большой вес. Также дальше уже интересно было посмотреть его влияние на исход боя на матрице. То есть решил такую нетривиальную пачку собрать. Север плюс Кошмар через Регара и Лейкана. Здесь на пробудах, по-моему, только на 5-й пробуде Хадгрим просто чтобы стоял и жил. Все остальное то беспробудное, то ли первое. В общем, Баек тут беспробудный. Давайте посмотрим. Остановку я сейчас покажу, и мы уже пойдем с вами под конец боя, потому что, ну, это не больше не гайд, это чисто мне было интересно, как он будет себя вести. Баек почему-то всегда, когда не в ульте, стреляет просто тупо именно в босса. Он, видите, всегда поворачивается, именно выстреливает самого босса. Все, расстановка у нас будет вот такого вот формата. Ставлю еще плюсом, чтобы он смотрел на ту же сторону, куда смотрит и Регар. Ну, просто в целом еще Регар ему там вампиризма дает и так далее. Плюсом вешает там кровотечение, может быть, свои вот эти разломы защиты. И должно быть вроде бы как будто бы с кайфом. Поэтому давайте встречаемся уже в конце на характеристиках урона и обсудим, что же у нас вышло. 15 секунд остается, 83 тысячи механизмов у нас набито, 200 стаков, не сказать, чтобы прямо много, но и достаточно немало. Давайте посмотрим итоговый урон, кто у нас что набил. Эту Эстрид еще попробуй перебей. Не каждая легендарка может себе позволить дамажить больше, чем Эстрид. Да, здесь то же самое произошло, как вы видите, Эстрид почти 800 мультов. Но, тем не менее, для стрелка массового, да, 683 миллиона урона, с учетом казни, ну, достаточно неплохо он может здесь себя показывать, но это не прям вау. И в любом случае, когда у вас будут какие-то более метовые герои на матрице, вы однозначно от него откажетесь. Но для тех, кто там играет в начале, либо же в середине игры, который прям вот высасывает вот эти вот крупицы урона с матрицы, то присмотритесь к Баеку, однозначно может вам помочь, особенно если у вас есть плюс-минус какой-то сетап хотя бы Кошмаров, ну или же Звездных Странников, потому что под Странниками, в принципе, еще прикольнее результат. Следующий контент, где я его хочу посмотреть, это у нас будут обсидиановые рунки в чертогах иллюзий Малрика. Будет 3-я золотая рунка, к сожалению, других я не нашкреб и не смог выбить, да, разработчики не хотят рисовать. Тут у нас мы будем смотреть на беспробудного Баека, ну и в принципе пофиг, там Леди Мина будет стоять сама по себе. Здесь выбраны были аффиксы, чтобы посмотреть, как он будет раздамаживать глазиков. Это у нас смотрители бездны. Вот как раз видите, они выходят, вешаются вот эти вот метки сену и начинается раздамаживание. То есть, видите, летает, ну и все, просто бах. Пока я расставляюсь, Баек уже всех поубивал. Ну, красавчик просто вообще. Леди Мина здесь у нас также, тут будет смотрители бездны и в этой стороне, и в этой стороне. Понятное дело, что Леди Мина, видите, просто всех ваншотит. Ну, это как будто бы Леди Мина. Но, тем не менее, Баек очень даже неплохо себя здесь показывает. Давайте, потому что у нас очень сильно большие окна здесь будут. Тут все, видите, мобы выходят и просто уходят. Давайте дальше, потому что, ну, честно, очень быстро все здесь убивается. И мы больше ждем от 50 секунд дилеев. Это, конечно, очень сильно, очень классно, очень круто.
Вот, видите, сейчас выходят мобы. Он начинает расстреливать залпом. Все, бах, бах. Все, 3-4 залпа. Он даже не успевает стрелы тратить. Ну, это просто сказка. Давайте, все, 64 из 65. Сейчас мы с вами получим дроп. Здесь бархатный дроп. А можно мне на основе, пожалуйста, ящерицу с 3 золотой? 49 миллионов урона. Ну, понятное дело, что там просто разное количество этих смотрителей выходит. Но, тем не менее, герой и здесь отлично себя зарекомендовал. Земляне, еще один контент, где он залетит, прям очень круто, так как именно дополнительная опция. Это вот у нас будет подземелье снаряжения 2, 13 этап. То есть я вам сейчас просто покажу именно как работает сам герой. Мы не будем проходить. Просто беспробудный баек. Видите, все, поехали. Давайте залетаем. Хатгрима я поставлю, чтобы просто стоял, держал волку сверху, и у нас не закончился бой. Выставляем баека, бафаем его, естественно, эйрлиской. Сюда ставим Хатгрима и ждем вот этих вот выходящих мобов. Здесь очень круто, почему все происходит, потому что баек пока стоит и регенерирует свои вот эти разрывные стрелы. Видите, все классно, то есть нету в пределах никаких врагов. 6 секунд, одна стрела, вообще сказка. Теперь ждем, когда начинают стартовать мобы, и мы с вами ультанем. Давайте вот ультуем. Все, сейчас он закинул шрапнельку. И посмотрите, все, бах, бах. Доминации нет. Беспробудный. Недоработанные шмотки тестовые, с незолотыми проками. Это что вообще? Это же красота! Красотища какая! Плюсом еще что можно добавить, на 3-й подземке, на 13-м этапе есть люди, которые закрывали там, к примеру, через, знаю, ставили вот сюда вот претуса. Вместо претуса можно спокойно поставить и байка, даже без лидерки, он будет, в принципе, снимать, сбивать щиты своими вот этими мелкими распадающимися шрапнелями и помогать убивать мобов. Но надо еще контролировать, чтобы он жил от тех лучников, которые выходят, они по-любому будут в него стрелять. Ну и также давайте заскочим данным героем на арену. В метовую пачку, попробуем его воткнуть, вдруг у кого-то нету там всяких Гретхены, Миретов, Недж, Ледимин, то давайте посмотрим, мало ли, может быть, байк у нас сможет что-нибудь сделать на воздушной арене, даже без лидерки. Вот, пожалуйста, нападаем на Серегу, у меня тут нищий пак, то есть нищая Изабелька беспробудная, давайте вообще просто в целом посмотрим, что будет здесь делать байк. Нам важно дойти до того момента, когда мы сможем его выставлять. И главное вообще выжить здесь, да? Давайте выставляем Изабельку, нажимаем X2. Пусть там начинает раздамаживать свои уроны. И сейчас выставляем Девчаньку, меняем стойку. Все, бах, смотрим. Что-то нам тут как будто бы повезло. Сейчас на второй волне, думаю, 5-я Изабелька покажет вообще, что происходит. Все, тик, ждем, пробиваем. Да, видите, ваншотит, нам надо чуть-чуть ждать, потому что она беспробудная. Дальше копим 13 монет, выставляем графа Дракулу, рассказывая, как будто это гайд вообще на арену, да, а не на байка. Все, выставляем. Все, как видите, как быстро убили. Здесь расстановка, конечно, странная, но ничего страшного, я думаю, это очень давнишняя запись. Все, убили. Тем не менее, видите, еще и немедленнее убивается. Здесь нам где-то надо на 3.13, на 3.12 будет прожать Изабельку, когда выйдет последняя тентакля. Ну, короче, скат последний. Оп, выходит. Бах. Ваншотик. Выпускаем Кракена в виде Валары. Все, поехали. Ультуем графом. Хорошо, бах. Сейчас семечко не перескочила, видите? Эх, люблю я эту аренку. Вкуснятинка. Все, поехали. Взлетаем Валарой. И где-то на 3.9, 3.08 ультуем. Все, бах, есть. Хорошо. Так, давай, пожалуйста, не надо хотя бы до всех волн прожить. Все, полетели у нас уже мобы. Надо выпускать. Видите, ну, 19 единиц баек стоит. Все, вроде бы начинает что-то там задамаживать. Давайте включаем графа. Что-то мы прям заждались.
Все, граф начинает раздамаживаться. И на следующую волну у нас уже будет, получается, баек. Видите, здесь мы чуть-чуть уступаем, потому что уже как бы пришла гречка in the house. Все, включаем здесь Изабельку, подрубаем баека. Смотрите, бах, замедление, начинает все делать красиво. Вроде бы как будто бы и бэсик такой не нищий. Ну и все. То есть получается какая ситуация. Герой у нас чисто одного выставления. Посмотрите, плюс-минус ничья с Гретхен. Понятное дело, что в формате тестового сервера это еще плюсом даже ж не Верховный Повелитель, потому что сам по себе Серега в платине, да. Давайте посмотрим. То есть, видите, 1,5 миллиона урона. Вот как будто бы такой импакт от любого героя, который не хаосит и вот не вписывается в реалии там того же графа Дракулы. Да, и самого графа, к примеру, с тем же Баеком, ну, сравнивать вообще нет никакого смысла ни на каких пробуждениях. Ну и перед тем, как будем уже устно остальные активности обсуждать, возрадуйтесь те, у кого нету Валары, каких-нибудь Бореев. Давайте вот уберем ее отсюда нафиг. Потому что в этапах рейдов, материалов и артефактов 28 и 30 этапов даже беспробудный наш Меджай может очень даже неплохо помочь. Давайте я вам сейчас покажу. Понятное дело, что здесь еще львиную долю делает Леди Мина, но тем не менее альтернатива есть. Плюсом он достаточно дешевый и урона у него, ну, как будто бы мое почтение. Давайте смотрим, видите, вот мобы начинают подходить. Поехали всякие метки от сокола, от этого ястреба. Все, ультуем Леди Миной, держим мобов, ультуем с самим Баеком и давайте смотреть на дэмэдж. Все, как вы видите, за счет кровавого сигила еще урон ему бафает Леди Мина. Разрыв, разрывная, все, видите, его еще и спасла Эйрлис. И все, как будто бы вроде бы всех должны добивать. Все прекрасно, в этот момент у нас должен справляться Сайлос с боссом. И вот таким вот незамудренным телодвижением мы должны проходить данный контент. Ну что, земляне, давайте оценим с вами еще в другом контенте нашего незримого Баека. Рейд для снаряжения 1. Новички. Да, в принципе, у него есть казнь. Его можно воткнуть даже вплоть и на 24 этап, если вам это прям нужно. Просто нужно подумать, как он будет жить без лорда, но тем не менее накладывает уязвимости к физическому урону. Физический урон наносит Неджа. Неджа на 24 этапе первого рейда играет. Здесь, думаю, залетит. Рейд для снаряжения 2, он поиграть-то поиграет. Но не то, чтобы он просто тут нужен. До 21 этапа, там новички, если вы его выбьете, да, 100%, но потом как будто бы в нем просто нет смысла. Рейд для снаряжения 3, 20 из 10, 150 тысяч из 10. Шикарный герой на рейд для снаряжения 3 на левую сторону. Лучше пока что в игре просто нету. Драконова падь. Ну, насчет дракона, как будто бы не для него контент, поэтому скип. Руины титанов, Симрах нет. На матрицу среднячок. То есть средний, он хуже Эстрит урон наносит, ну поэтому это о многом говорит конкретно в формате матрицы, что ну герой не то чтобы для нее, но тем не менее делает неплохо. Башня обмана, конечно, да, везде где там использовалась Никса, особенно на 35 плюс этажах, спокойно берем и просто проходим. Чертоги иллюзии Малрика, а именно обсидианы, шикарно. Всяких смотрителей казнить, всякие летающие цели там стягивать, убивать. Это вот про него. Это вот он будет делать идеально. Подземелье для снаряжения 1 мимо. Подземелье для снаряжения 2 и 3. Подземелье для снаряжения 2 это прям высокая оценка. Подземелье для снаряжения 3. Ну, не знаю. Опционально можно использовать, но не то, чтобы он прям нужен. По поводу арены. Одиночная, массовая. Ну, это если вы где-нибудь там в платине повелителе будете играть через странников и Арачун и будете использовать его на массовой, да, вы можете сделать такую пачку за неимением вообще ничего. Но так в целом играет, не играет. Противовоздушный урон в секунду, чисто просто, если некого поставить в метовую пачку с Изабелью и с графом Дракулой под Валару, то как будто бы, ну, можете использовать, но это тоже пачки на платину и на повелителя. Война гильдии, честно говоря, там разработчики анонсировали аспекты и так далее. Может быть, когда-нибудь на Баека выйдет какой-то аспект,
и можно будет на него там посмотреть. У него нету снятия никаких дебафов, в принципе, его могут кошмарить новые вот эти вот демоны, солдаты, големы. А так в целом есть казнь, заспамить не заспамят, есть контроль, очень быстро заряжается. Опционально можно даже чисто там что-то его где-то покрутить, посмотреть. Но прям, чтобы сказать, что это вау, мета, ого, это просто имба, но у меня пока что язык не поворачивается. Но вот по поводу войны гильдий я бы еще пока присмотрелся. Нету смысла смотреть на тесте, потому что здесь у нас еще старая карта. Вот сейчас откроется карта, нам дадут баека, чисто ради интереса поставим. Посмотрим, если заиграет на ГВГ, обязательно будет ролик про это. Рейд для материалов и артефактов. Турбопушка, ничем не хуже Валары и Борея. Кодекс бессмертных, это прям замена полная, это полный убийца, Никсы или же Ван Хелсинга, кого захотите поменять, убивает абсолютно каждого. И на кодексе Пелагия, и на кодексе Кира Завоевателя, где у нас две линии нужно держать, одну воздушную, одну напольную. Разлом пустоты, ну как будто бы, ну вообще, да, там где нужно будет наносить массовый урон, зайдет. А так в целом там, по-моему, нету таких прям жестких локаций, где мобы идут табунами. Испытание фракции однозначно, что на кошмарах, что на странниках, так вообще. Прям очень хорошо поможет. Прилив по поводу БС. Смотрите, он беспробудный, 100 тысяч БС с его личным артефактом. И это еще без фракционки странников. Давайте посмотрим. Вот фракционка дает 102 тысячи. Если его еще плюсом так чуть-чуть подогнать, где-то паучки, нормальные шмотки дать, а не вот это вот все на УЗ, которое на третьем рейде я использовал. Я думаю, где-то до 107, может быть до 110 даже можно будет нашкрябать. И поэтому однозначно по БСу гонится. Можно вначале врываться, особенно там, если только учитесь играть ГВГ, он у вас может, в принципе, даже работать привязкой. Но для этого нужно и фракционное колечко, и его личный артефакт. А так, ну, как будто бы просто обычный лук. Рейд для опыта, рейд для золота, новички, да, будете с ним фармить, разваливает только так. Ну что, земляне, будем финалить. Давайте уже итоговую оценку нашему незримому лучнику. Для новичков я, наверное, ну, я побоюсь, наверное, ставить ему 10 из 10. Почему? Потому что, ну, есть свои условности, есть свои уязвимости. Это просто обычный лучник. Но, тем не менее, в нем есть и контроль, и разлом. Я считаю, что для новичка это 9 из 10 героев вообще в целом. Будете использовать чуть ли не везде. Прям под любой сетап поможет закрывать контент. То же самое на арене. Вы там будете только начинать барахтаться в вот этом вот платиновом болоте. Вообще шикарнейший герой. Но вот для старичков на данном этапе late game контент будет упираться у него вот этот вот, да, достижение каких-то высоких там результатов забирания топ-1 на кодексе Кира. А так, в целом, на Пелагии будем с вами тоже, да, там за топ-1 бороться со всякими Дестинедами, Бублями и прочими теми, кто у нас забирает первые места. Ну, а так, сказать, чтобы прям очень часто мы будем его использовать, но я считаю, он будет как раз таки вот одним из таких основополагающих героев, которые помогут вам перейти в глубокий лейт. То есть 3.24 с ним вы закроете, кодексы вам подчинятся. Плюсом, что у нас еще? На матрицу можно взять рейды материалов, артефактов. Если у вас, к примеру, проблемы на 30 этапе, у вас нету Валары, вам неким первоначальных мобов держать, вот, пожалуйста, ваш билет. Его не нужно разворачивать, он физическим уроном набьет босса, босс пойдет дальше, там его уже раздамажит, я не знаю, кто, Хекс или еще кто-то. Ну, в общем, герой достаточно неплох, поэтому в лейт-гейм контенте я ему поставлю, наверное, думаю, даже 7 из 10 ему можно поставить. Потому что, ну, я его, к примеру, у себя на аккаунте даже на обсидиановые руны буду обязательно таскать. Мне достаточно неплохо там зашел. Земляне, вот такой вот байк у нас получился. Миджай из Сивы появится, я надеюсь, на глобале и на первопроходцах он уже будет с нормальной картинкой. Не будем смотреть на этот черный экран. Пишите в комментариях, как вам герой. Также дайте знать в комментариях, согласны ли вы с моей оценкой и почему не согласны или же согласны. Давайте обсудим. Потому что я считаю, это вот как раз таки один из лучших героев коллаборации. То есть Кассандра и как раз таки Байк. В чуть-чуть меньшей степени Эйвор, ну и Эцио. Ну, это как будто бы Эцио.
В общем, не забывайте ставить лайк данному видосу, если он вам понравился. Также подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И поделитесь данным видео с друзьями и сокланами. Скоро у нас уже будут эти призывы. Пусть имеют четкое представление, что это за герой, что им от него ждать. Я надеюсь, данное видео будет полезное и принесет ответы на все эти вопросы. В описании ты найдешь мой телеграм-канал, там всегда все самые свежие новости, актуальные промокоды. Подписывайся и будешь в курсе вообще всего, что происходит в жизни Watcher of Realms. Ну и самое главное, не забывай играть в Watcher of Realms красиво. Меня зовут Планета, и увидимся, когда увидимся. Пока-пока.